Канал Валерия Табакова представляет «Дело Фарион. Лицо убийцы приоткрыто». Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые подписчики, коллеги, юристы, аналитики, активисты, сторонники справедливости и все, кто неравнодушен к поиску истины в мире полном лжи, манипуляций, эмоциональных спекуляций, информационных войн и скрытых мотивов. Я Валерий Табаков, практикующий юрист, кандидат технических наук, доцент, независимый аналитик уголовных дел и автор этого YouTube-канала, где мы глубоко, шаг за шагом погружаемся в юридические нюансы. Разбираем доказательства, экспертизы, показания свидетелей, судебные протоколы и ищем настоящую правду, а не эмоциональные нарративы или выгодные кому-то версии. Сегодня я выпускаю видео, чтобы не только полностью ответить на клеветнические обвинения блогера Игоря Швейца, но и предоставить всесторонний, детальный анализ его поведения, мотивов и возможной роли в запутывании дела, а также разобрать новые повороты в деле об убийстве Ирины Фарион. Текст Игоря Швейца – это поток лжи, оскорблений, вымыслов и инсинуаций, начиная от якобы купленного мной диплома в переходе метро до обвинений в предательстве Вячеслава Зинченко, в продажности, получении денег от Мусихиной, Ланы или Софии Фарион. Швец не приводит ни единого факта, документа или доказательства, только повторяющиеся эмоциональные выпады, которые, как мы увидим, маскируют его собственные проблемы и, возможно, скрытые мотивы. Я разберу каждое его обвинение, расскажу свою полную биографию с документами, хронологией, подробно остановлюсь на актуальном состоянии дела об убийстве Ирины Фарион на конец декабря 2025 года, опираясь на судебное обновление, экспертизы, показания свидетелей и официальные источники. Мы поговорим о сомнениях в доказательствах вины Зинченко, запаховой одерологической экспертизе, ДНК-анализах, портретной экспертизе, противоречиях в показаниях свидетелей Думы и Бабюк с видеофиксацией и о том единственном аспекте, на который я указал в одном из своих последних видео, показаниях свидетеля о трубке для переделки стартового пистолета. Важно подчеркнуть, я не считаю вину Зинченко доказанной за пределами разумных сомнений. Это не означает предательство. Это объективный юридический анализ. Более того, если уж говорить о зраде или предательстве, то стоит взглянуть на позицию Игоря Швейца, блогера, который уже 3 недели втирает своим слушателям байку о том, что он якобы расследует убийство некоего волонтера и поэтому не может продолжать клепать свои фантазии относительно обстоятельств дела Фарион. Именно это свидетельствует о том, что Швец ради денег предал Славика, которого до этого он называл чуть ли не своим сыном. Поэтому швецовская мерзость
видна невооруженным глазом. Но этот наглец еще дерзает говорить о том, что он якобы верующий. Друзья, даже прозелит или неискушенный в вере человек понимает, что выдумывать вранье и озвучивать эти свои лживые инсинуации – это преступление. Но этот абсолютно никакой причастности к настоящей вере не имеющий ментяра еще имеет наглость заявлять, что он верующий. Какой он верующий, если он втирает вам про то, что я якобы плагиачу его идеи, про то, что я якобы купил диплом юриста в переходе, про то, что он расследует убийство некоего волонтера и поэтому предал Славика, которого сломали в пресс-хате Пустомытовского ИТТ, которое курирует муж прокурора Данылев. Все это, друзья, говорит лишь об одном, что швец пытается блокировать внимание к тому, как я освещаю дело Фарион и какие реальные шаги предпринимаю и собираюсь предпринять для раскрытия этого дела, для поиска реальных убийц Фарион и их мотивов. Швец стал реальным соучастником убийства Фарион, который, как настоящий пособник, пытается скрыть реальных убийц и их мотив. Не обманывайтесь, друзья, швец с его дьявольской ложью никогда не хотел раскрытия убийства Фарион, а лишь пытался запутать тех, кто этого действительно хочет. Также появились вопросы к свидетельнице из Закарпатья, которую пригласили Лана и Сулейма, адвокат Зинченко. Вопросы возникли в связи с ее заявлениями в суде о том, что я якобы ей угрожал, запугивая ее с целью воспрепятствовать даче ею показаний в суде. Эта свидетель заявила, что она одевала и подкармливала Ряженого, сидевшего на лавке во дворе дома на Масарика 3, где жила Ирина Фарион, видела, как тот нюхал и кололся, и о том, что ее брат этой свидетельницы проживал в доме на Масарика 3, то есть там, где жила и Фарион. Друзья, размер обуви ее брата совпадает с размером обуви Ряженого. Наркозависимость свойственна и ее брату, и Ряженому. Размер одежды тот же. По словам свидетельницы, ее брат умер, и поэтому она перестала посещать дом на Масарика 3. Но, друзья, я считаю, что это нужно проверить. Необходимо сравнить фото ее брата и фото Ряженого. И может оказаться, что брат этой свидетельницы и Ряженый один и тот же человек. Также нужно проверить, действительно ли умер ее брат и где он похоронен. В конце концов, может оказаться, что не Зинченко является исполнителем убийства Фарион,
а брат этой свидетельницы, которого после исполнения заказа убрали те, кто заказал убийство Фарион. Если вы, друзья, цените факты, а не эмоции, досмотрите до конца. Это будет детально, с цитатами и размышлениями. Лайкните, подпишитесь, поделитесь, комментируйте, если поддерживаете честный и справедливый подход. Сначала разберемся с личностью Игоря Швеца и его мотивами, включая новые аспекты его поведения. Швец – бывший сотрудник правоохранительных органов, возможно, с опытом в разведке, ныне блогер, который позиционирует себя как эксперта по политическим интригам, заговорам и расследованиям. Он активно комментировал дело Фарион с самого начала, эмоционально защищая Зинченко как собственного сына, обвиняя полицию, прокуроров, группы поддержки и всех несогласных в зраде и продажности. Но в своем тексте Швец сам признает ключевой мотив – потерю донатов, поток пожертвований на его стримы по этой теме иссяк, и он в этой связи не может продолжать стримить на эту тему. Это выглядит как отчаянная попытка переложить вину за свои собственные финансовые проблемы на других, включая меня. Швец не имеет высшего юридического образования, но берется судить о квалификации меня как профессионального юриста. Его стиль швецовский – это эмоциональные апелляции к так называемой чуйке опера, заговорам и обобщениям о черных душах украинцев, без единого факта или ссылки на документы. Теперь давайте поговорим о его недавнем поведении. Уже 3 недели Швец рассказывает своим слушателям историю о том, что он якобы расследует убийство некоего волонтера и поэтому не может продолжать свои стримы по делу Фарион. Это удобная отмазка, чтобы уйти от темы, когда донаты кончаются. Может быть, это часть большего плана по отвлечению внимания? Я, друзья, начинаю понимать, что Швец – это профессиональный провокатор, стукач, который занимается измышлением чернухи, за что и получает свою зарплату. Сейчас его работа состоит в том, что он внедрен в структуры УПЦ МП, где занимается сбором оперативной информации. Параллельно с этим он подрабатывает в деле Зинченко и, возможно, других подобных делах. Так что Швец – это профессиональный сексот, чьи действия направлены на сеяние раздора и запутывание следов. Конечно, я не утверждаю это категорично. У меня нет доступа к секретным досье, но его поведение вызывает серьезные вопросы. Зачем так агрессивно атаковать независимых аналитиков, выдумывать истории о покупке диплома или финансировании, если можно просто спорить по фактам? Это выглядит как попытка заткнуть голоса, которые подчеркивают слабости обвинения против Зинченко. Сомнительная адорология, противоречия в показаниях, отсутствие оружия и так далее. И если уж говорить о предательстве, то Швец ради
денег предал Славика, которого раньше называл чуть ли не сыном. Его расследование волонтера – это байка, чтобы скрыть собственную продажность. Швецовская мерзость видна невооруженным глазом, но он дерзает говорить о своей вере. Какой он верующий, если распространяет ложь о якобы том, что я плагиачу его идеи, о том, что я купил диплом в Переходе, о своем расследовании, которое позволяет ему бросить Зинченко. Все это блокирует внимание к моим реальным шагам по поиску убийцы Фарион. Швец стал соучастником, пособником, помогающим скрывать реальных убийц и их мотивы. Не обманывайтесь, друзья. Он, швец, никогда не хотел правды, только запутывания. Теперь перейдем к моей биографии. Швец неоднократно повторяет клевету. Юрист, який купив диплом у переході київського метро. Все життя працював не юристом, а працював на гідроелектростанціях Радянського Союзу технічним працівником, навіть не інженером. Старенький дідусь сидить в Болгарії, грошей йому ніхто не дає. Это абсолютная ложь. Оскорбление по возрасту, месту жительства и профессионализму. Друзья, я готов показать все свои документы публично. Сканы дипломов, кандидатской диссертации, трудовой книжки, научных публикаций, сертификата. Давайте разберем мою профессиональную историю подробно, год за годом, чтобы развеять все сомнения и показать, почему мой технический и юридический опыт делает меня квалифицированным аналитиком сложных дел, включая дело Фарион с его экспертизами. Я родился в середине 20 века в Советском Союзе, в эпоху, когда образование было ключом к успеху. В 1985 году я с отличием, с красным дипломом, окончил один из ведущих вузов СССР – Киевский политехнический институт по специальности кибернетика энергосистем. Это не просто диплом, это элитная подготовка по управлению сложными энергетическими системами, автоматике, вычислительной технике и системному анализу. Красный диплом подтверждает высшие оценки по всем дисциплинам. После окончания вуза я не технический работник на ГЭС, как лжет швец, а стажер-исследователь на кафедре КПИ в течение 2,5 лет. Здесь я занимался научными разработками, моделированием систем, алгоритмами оптимизации. Это была фундаментальная работа, которая заложила основу для моей научной карьеры. В 1987 году я поступил в очную аспирантуру КПИ по специальности вычислительные машины, комплексы, системы и сети. Это был период перехода к цифровым технологиям, и моя диссертация фокусировалась на алгоритмах и сетях для параллельных вычислительных машин. В 1991 году я успешно защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата технических наук. Это
не просто звание, это не просто степень, это признание вклада в науку с публикациями в журналах и выступлениями на конференциях. С 1990 по 2005 год, целых 15 лет, я работал преподавателем на кафедре приборостроения КПИ. Читал лекции по автоматике, приборостроению, системам управления, руководил курсовыми дипломными работами студентов. Участвовал в научных проектах. Это был интенсивный период моей педагогической и исследовательской деятельности, где я развивал свои навыки анализа сложных систем, навыки, которые сегодня помогают мне разбирать экспертизы в уголовных делах, такие как баллистика или адорология в деле Фарион. В 2005 году уже в независимой Украине я решил расширить горизонт и получить второе высшее образование, юридическое. Я поступил в Национальный педагогический университет имени Драгоманова на специальность правоведения. Обучение было интенсивным. Конституционное право, уголовное, гражданское, процессуальное. В 2008 году я получил диплом юриста, специалиста права, преподавателя правоведения. Это не переход метро. Это официальный диплом государственного вуза. Параллельно с 2007 года я начал академическую карьеру в смежных сферах. Работал доцентом в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости Украины на кафедре информационных систем и технологий. Здесь я преподавал информационные технологии в контексте права и управления, сочетая технический и юридический опыт. В 2019 году мне было присвоено ученое звание доцента. Это официальное признание квалификации в высшем образовании. В этом же году я окончил магистратуру по специальности административный менеджмент, что дало мне навыки в управлении проектами, учреждениями и командами. С 2015 по 2017 год я занимал должность декана Института компьютерных информационных технологий в Межрегиональной академии управления персоналом. За 3 года я лично руководил сложным процессом лицензирования и аккредитации новых специальностей, подготовки бакалавров и магистров по инженерии программного обеспечения. Это включало разработку учебных программ, сбор документов, прохождение проверок Министерства образования Украины. Это был успешный проект, который запустил новое направление обучения. Мой технический бэкграунд, кандидат наук, преподаватель КПИ, идеально дополняет юридическую квалификацию. Я глубоко разбираюсь в технических экспертизах, баллистических, адорологических, цифровых следах, видеоанализе, ДНК-исследованиях. В деле Фарион, где экспертизы играют ключевую роль, это позволяет мне критически оценивать их надежность. Я живу в Болгарии, веду независимый канал на YouTube без спонсоров, без заказов и без донатов от групп поддержки. Мои видео – это результат личного труда, анализа документов и фактов. Швец оскорбляет меня по возрасту и месту жительства, но это не аргумент, это клевета. Перейду к обвинениям швеца в предательстве и продажности. Он говорит:
той Валера, юрист, продав групу підтримки жінок, вже продався Софії Фаріон і вже звинувачує Зінченко. Табаков здає Славіка Зінченко, уже здав, перевзувся буквально в повітрі. Это полное искажение. Я никогда не был членом группы поддержки женщин или любой другой группы. Я независимый аналитик. Не получал денег от Мусихиной, Ланы или Софии Фарион. Это вымысел швеца, без доказательств. Мои видео всегда основаны на фактах. Раньше я рассматривал версии в пользу Зинченко, но по мере появления новых данных корректировал свой анализ. В одном из последних видео я указал на показания свидетеля, который заявил, что переслал Зинченко вместе со стартовым пистолетом трубку, которую можно использовать для переделки этого пистолета в боевой. Но это не означает, что я считаю вину Зинченко доказанной за пределами разумных сомнений. Напротив, экспертизы сомнительны, показания противоречат видео, и обвинение полно пробелов. Это не предательство, это профессионализм юриста. Швед же защищает Зинченко эмоционально, игнорируя факты, потому что его донаты зависят от нарратива заговора, а теперь его расследование убийства волонтера – это предательство Зинченко, сломанного в Пустомытовском ИТТ, которое по информации курирует муж прокурора Данылев, судья с той же фамилией. Швец блокирует реальные шаги по раскрытию убийц Фарион, становясь пособником. Теперь давайте разберем актуальное состояние дела об убийстве Ирины Фарион на 31 декабря 2025 года. Ирина Дмитриевна Фарион – украинский филолог, политик, борец за украинский язык и культуру, бывший народный депутат. Она была убита 19 июля 2024 года во Львове выстрелом в голову возле своего дома на улице Масарика. Подозреваемый Вячеслав Зинченко, 18-летний на момент ареста житель Днепра, задержан 25 июля 2024 года. Дело квалифицировано как умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости. Пункт 14, часть 2, статья 115 Уголовного кодекса Украины, плюс незаконное обращение с оружием. Грозит пожизненное. Суд в Шевченковском районе города Львова продолжается. На декабрь 2025 года прошло множество заседаний. Мера пресечения продлена до марта 2026 года. Апелляция 3 декабря 2025 отклонила заявление защиты. Расследование продолжается, но дело уже в финальной стадии. Ключевые доказательства обвинения и мои сомнения в них. Первое. Одерологическая запаховая экспертиза. Обвинение утверждает, что 99,9% запах Славки совпадает с запахами Зинченко. 3 собаки подтвердили это на своими действиями 16-18 декабря 2025 года. Об этом говорил эксперт. Также были допрошены кинологи и эксперт-криминалист. Метод одерологии сомнителен. Это псевдонаучный подход.
с ошибками более 20%, зависимый от условий, собак и экспертов. Адвокаты отмечают деформацию проб и несоответствие. В деле Фарион запах мог быть загрязнен, и 99,9% это не абсолют, а вероятность, которая не исключает ошибки. Почему не провели повторные тесты? Почему не вели видеофиксацию действий собак по распознаванию запаха? На эти вопросы эксперт ответа не дал. Далее. ДНК-экспертиза и биологические доказательства. Обвинение ссылается на биологические следы, но в материалах полно противоречий. В моем видео я разбирал, как стул оброс ДНК. Подозрительное совпадение без четкой цепочки хранения с третьего раза. ДНК вдруг неожиданно появляется на стуле. Первые две ДНК-экспертизы говорят о том, что ДНК Зинченко на стуле нет. Кроме этого, ДНК-экспертиза контроверсийна с одерологической. На лавке был обнаружен запах Зинченко, но ДНК Зинченко на этой лавке обнаружена не была. И наоборот, на стуле номер 1 запаха Зинченко не нашли, но зато нашли ДНК Зинченко. Правда, с третьей попытки. Таким образом, одерология и ДНК не пересекаются в своих биологических пробах. Поэтому факты указывают на возможную фальсификацию. И в этой связи я подал заявление в ГБР о возбуждении уголовного производства по факту возможной фальсификации доказательств в деле об убийстве Фарион. Также нет оружия. Гильза деформирована. Цепочка доказательств прервана. Почему суд игнорирует давление на Зинченко в ИТТ? Далее. Портретная экспертиза. Она подтвердила сходство Зинченко с фигурой на видео и фото с места преступления. Но эта портретная экспертиза неубедительна. Зинченко, и вернее не Зинченко, а Ряженый, в очках, в панамке, сидит на стульчике. Его черты скрыты, но портретная экспертиза дает полное совпадение. Причем открытым является только 35% лица. И мочка уха, которая является объектом исследования, почему-то экспертом исследована не была. Адвокаты жалуются на недопустимость портретной экспертизы, отмечают, что рост и возраст подозреваемого не совпадает с ростом и возрастом Ряженого. Далее. Новый свидетель 2 декабря заявила, что Зинченко не похож на Ряженого. У Зинченко глаза больше, у Ряженого меньше. У Зинченко рост выше, у Ряженого ниже. Почему суд это не учитывает? Далее показания свидетелей Думы и Бабюк. Они утверждают, что видели Ряженого и считают его убийцей. Но их слова противоречат видеофиксации. На видеофиксации Ряженый заходит в
арку, но перед выстрелом из этой арки не выходит, а Дума и Бабюк заявляют, что после выстрела видели, как Ряженый забегает в арку. Это противоречие. Причем в такой ситуации видеофиксация должна иметь приоритет. Во всяком случае, нужно повторить перекрестный допрос Думы и Бабюк с демонстрацией кадров из этой видеофиксации. Кроме того, на заднем плане в момент выстрела виден отъезжающий красный автомобиль. Почему-то ни следствие, ни суд не исследуют возможность произведения выстрелов в Фарион из этого красного отъезжающего автомобиля. Таким образом, показания Думы и Бабюк ненадежны и должны трактоваться в этой связи в пользу обвиняемого. И, наконец, признание Зинченко сокамернику и другие доказательства. Зинченко якобы сказал сокамернику, что вступился за русскоязычных и имел к Фарион личную неприязнь. Но тут же сам Зинченко в суде уже заявляет, что на него было оказано давление и что он это говорил для того, чтобы от него отцепились те сокамерники, которые оказывали на него давление. Я сам слушал этот разговор, эту запись, которую сделали следователи, и на этой записи есть очень интересные моменты. Ну, например, сокамерник заявляет Зинченко ту информацию, что сам Зинченко сделал очень большие проблемы уважаемым людям, ну то есть зэкам, и поэтому он должен осознавать и чувствовать свою вину. Тогда, когда Зинченко говорит, что он никому не обязан свидетельствовать, давать свидетельские показания против себя, то его сокамерник ему указывает, что это Зинченко может отказываться от показаний перед следователями и прокурорами, а тут в камере он обязан дать показания. Это прямое принуждение. Вот. Ну и единственное, на чем может держаться обвинение на сегодняшний день, это показания свидетеля о трубке для переделки пистолета. Я указал на это видео допроса этого свидетеля, но сама передача трубки, она непроверяема. Это только показания свидетеля, и их нужно подтвердить другими доказательствами, которых нет. Нет оружия и прямых улик против Зинченко тоже нет. Обвинение полно разумных сомнений, и дело рискует развалиться. Зинченко сломали в Пустомытовском ИТТ, курируемом мужем прокурора Даныли, судьей с такой же фамилией. И это вызывает вопросы о давлении. И теперь о новой свидетельнице из Закарпатья, приглашенной Ланой и адвокатом Игорем Сулеймой. Эта свидетельница является военным медиком, и она дала показания в суде 2 декабря 2025 года, заявив, что видела подозрительного мужчину возрастом около 30 лет возле подъезда дома Фарион на Масарика 3 с 12 по 19 июля 2024 года между 14 и 18 часами ежедневно. 19 июля
по ее словам, ряженый также сидел на лавке, наблюдая за входом в подъезд, где жила Фарион. Она описывает его: широкие штаны, панамка, очки, кроссовки от ее брата. И она утверждает, что этот человек имеет наркотическую зависимость. Следы от уколов, шприцов на руках. И якобы этот ряженый знал ее брата, а ее брат передал ряженому свою одежду. Мужчина сидел каждый день, следил, вел себя неадекватно, говорил сам с собой, был похож на психически больного и наркозависимого, просил деньги на хлеб и покупал себе алкоголь. Свидетельница встречала его 4 раза, также слышала ругань между Фарион и ее дочерью София, и заявила, что Зинченко не похож на того мужчину, который все видели во дворе в одежде ряженого. Она сообщила в полицию сразу после убийства, но ее в полицию для дачи показаний не вызвали. София Фарион назвала показания этой свидетельницы ложью для того, чтобы затянуть дело. Теперь об угрозах. Эта свидетельница заявила, что она получила угрозы от фаната Ирины Фарион, который угрожал, что ее дети станут сиротами, и спрашивал о том, сколько этой свидетельнице заплатили за ее показания адвокаты. Узнала эта свидетельница о деле Фарион из YouTube канала, и адвокат Сулейма пригласил ее в качестве свидетеля защиты. В суде эта свидетельница обвинила меня в угрозах в ее адрес. Якобы я имел целью воспрепятствовать ее показаниям в суде. Но, друзья, это ложь. У меня никогда не было контактов с этой свидетельницей. И это выглядит как попытка дискредитировать меня. А теперь о ее брате. Брат свидетельницы, по ее утверждению покойный, жил на 1-м этаже дома на Масарика 3, там же, где жила Фарион. Имел наркотическую зависимость, размер обуви 39. Часто эта свидетельница навещала своего брата со своим ребенком. Брат якобы знал мужчину, который был ряженым, и передал ему свои одежды через свою сестру. Но, друзья, не слишком ли много совпадений? Размер обуви брата этой свидетельницы 39, такой же, как и размер обуви ряженого. Одежда того же размера, и она прекрасно подошла ряженому. Наркотическая зависимость одинаковая. И брат свидетельницы был наркозависимым, и ряженый тоже имеет наркозависимость. Поэтому, основываясь на этом, у меня сложился пазл. А не является ли этот брат этой свидетельницы и ряженый одним и тем же лицом? Это, друзья, нужно проверить. Нужно сравнить фото брата этой свидетельницы и ряженого. Возможно, это один и тот же человек. Необходимо проверить смерть брата, место его захоронения. Тем более, что в свое время, еще при начале следствия, бывший сотрудник СБУ генерал Ягун
заявлял, что Ряженого поймали, допросили, а потом отпустили. Но все сходится к тому, что этим Ряженым мог быть брат этой свидетельницы, который потом умер, или которого убрали заказчики после исполнения им заказа. И эта проверка может перевернуть все дело. Я планирую реальные шаги, запросы в суд, экспертизы, фото. Не верьте, друзья, манипуляции. Давайте искать правду вместе. Ну и касательно Швеца тоже. Заявление его о покупке мной диплома – ложь, о финансировании – вымысел, о плагиате – ложь. Я анализирую самостоятельно. И о зраде заявления Швеца – это проекция на самом деле его собственных проблем. Его расследование волонтера – это предательство, блокирующее правду о убийстве Фарион. Клевета Швеца – это атака на независимый голос. Я, друзья, буду продолжать анализ честно, планирую реальные шаги по раскрытию, и ежели Швец не опровергнет свои клеветнические утверждения, его может ожидать суд по защите чести, достоинства и деловой репутации. Спасибо, друзья, за просмотр. Лайк, подписка, комментарии, донаты. Правда победит. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.